Здравствуйте, друзья! Вы на канале Mindful Fitness, и с вами фитнес-тренер Елена Смелянская. И сегодняшний ролик у нас необычный. Это обещанный подарок от Деда Мороза всем подписчикам и зрителям нашего канала в связи с наступающим Новым годом, а также замечательным фактом из жизни нашего канала: мы выросли и превысили отметку в 100 тысяч подписчиков. Для нас это очень радостное известие. И я хочу поблагодарить всех, кто подписался на наш канал. Спасибо, что вы нам поверили. Оставайтесь с нами, и плохому мы вас не научим. Также хочу поблагодарить тех, кто поддерживает наш канал, и особенно наших друзей из компании активных авторских путешествий «План Б». Эти ребята знают толк в путешествиях и объединяют вокруг себя всех любителей и знатоков качественных путешествий. Море, пустыня, горы, лес, джунгли, автопутешествия, джип-туры, ски-туры, яхтинг, курсы по выживанию в экстремальных условиях. Им все подвластно. Заказывайте, что хотите. Высокий профессионализм, яркая, очень позитивная компания и незабываемые впечатления вам обеспечены. Так что обращайтесь, а ссылочку на их сайт мы разместим в описании под этим видео. А сейчас мы возвращаемся к нашему подарку. Как вы, возможно, знаете, в своем посте в сообществе на нашем канале я инициировала голосование для того, чтобы вы выбрали самый подходящий для вас подарок. И на сегодняшнее утро большинством голосов победила техника дыхания суставов. Однако тренировку на все тело, состоящую из самых хороших упражнений на нашем канале, тоже хочет очень много людей. Поэтому я вам обещаю, что в следующем своем ролике я обязательно покажу вам такую тренировку, так что ожидайте. Итак, вернемся к нашей технике дыхания суставов. Я ее заявляла как эксклюзивную, уникальную технику, и так оно и есть. В двух словах, эта техника относится к техникам психофизиологической регулирующей тренировки, которая не только лечит наши суставы, а также запускает очень глобальные изменения во всем организме. И с помощью нее можно откорректировать и вылечить и гормональную систему, и иммунную систему, что так актуально в наше время, и внутренние органы. И самое главное, опуститься, нырнуть на очень глубокий уровень расслабления, и, возможно, у вас такого расслабления не было уже очень-очень давно. Итак, мы приступаем к технике. Для того, чтобы ее выполнить, вам нужно занять наиболее комфортное положение. Оно может быть либо сидя, либо лежа. Если у вас есть тенденция засыпать очень быстро, например, когда вы где-нибудь ложитесь, то лучше тогда, наверное, делать сидя. Для того, чтобы освоить, если вы никогда не делали подобные техники, то, возможно, вам лучше лечь. Тогда вы, может быть, глубже погрузитесь в состояние расслабления. Итак, устраивайтесь поудобнее. Главное, чтобы вам было тепло, уютно и комфортно. И мы начинаем. Я надеюсь, что вы устроились удобно, сидя или лежа. Вам тепло, комфортно. И мы можем начинать. Я буду разговаривать сидя, потому что так удобнее, а вы можете свободно лежать и только держаться за мой голос, как за маячок. Если вы будете проваливаться в сон, то мой голос будет оттуда вас вытаскивать, и вы сможете закончить всю эту нашу практику до конца, я надеюсь. Итак, позвольте вашему вниманию перейти внутрь тела. Почувствуйте контакт вашего тела с опорой. Какая это опора, мягкая или твердая? Теплая или холодная? Уютно ли вам лежать? Сейчас вы еще можете немного поправить ваше положение, если вам немножко неудобно. И после этого попытайтесь никак не менять своего положения до конца нашей практики. Итак, как только ваше тело касается опоры, удивительнейшим образом оно автоматически начинает расслабляться. И позвольте этому процессу проходить. И со временем, очень быстро, за расслаблением тела следует расслабление вашего дыхания. Оно становится более свободным, текучим. А за расслаблением дыхания следует расслабление вашего внутреннего состояния. Вы начинаете ощущать покой, чувство комфорта, ощущение безопасности, защищенности, отдыха.
И позвольте всем этим ощущениям нарастать. Расслабление внутреннего состояния ведет к еще более глубокому расслаблению вашего тела. Оно, в свою очередь, ведет к более глубокому расслаблению дыхания, а дыхание ведет к более глубокому расслаблению внутреннего состояния, эмоциональному покою. И так это состояние может раскручиваться по спирали до бесконечности. И позвольте всему этому проходить. Почувствуйте, как ваше тело тяжелеет, руки и ноги становятся очень тяжелыми и нагреваются. Изнутри тела идет внутреннее тепло, которое согревает сначала ваши руки и ноги, а потом и весь корпус. Вам становится очень приятно, спокойно, уютно. Почувствуйте движение крови в пальцах ног и рук, потом в кистях и стопах, потом по всей длине ног и рук. Почувствуйте его как пульсацию или покалывание, или волны, которые проходят по вашему телу, волны тепла и движения крови. И позвольте всем этим состояниям расширяться и углубляться. И теперь мы позволим нашему вниманию перейти в область сустава в верхней части грудины. Грудина – это такая кость, которая находится вертикально спереди на нашей грудной клетке. И мы помещаем сейчас свое внимание примерно чуть ниже еремной ямки, в суставы верхней части груди. И попробуем сделать вдох этой частью. Представьте себе, что это игра, и что ваш нос как будто бы находится в этой области, и что вы можете дышать только этой областью, а все ваше тело абсолютно пустое, полое, и когда вы делаете вдох, вы как будто бы надуваете его, как резиновую игрушку. И вы делаете вдох через область сустава верхней части грудины во все тело. И оно как будто бы немного расширяется. А потом вы делаете глубокий выдох, опять же через область верхней части грудины. И ваше тело немножко как будто бы сужается. Опять же, выдох идет из всего тела. Представьте себе, что вы играете так, вот в такую игру. И задайте себе вопрос: интересно, а какие были бы ощущения, если бы я действительно мог дышать верхней частью своей груди? Что бы я мог чувствовать и что я чувствую при этом? Сделайте несколько таких вдохов и выдохов, спокойных и глубоких. И теперь позвольте вашему вниманию перейти в область левого плечевого сустава. И сделайте глубокий вдох левым плечевым суставом, наполняя этим вдохом все ваше тело. И глубокий выдох из всего тела через левый плечевой сустав. Теперь переместите ваше внимание в левый локтевой сустав. И точно так же представьте себе, что вы можете дышать только маленьким отверстием в этом суставе. И сделайте глубокий вдох через левый локтевой сустав во весь объем вашего тела. И сделайте плавный выдох через левый локтевой сустав из всего объема вашего тела. Теперь ваше внимание переходит на левый лучезапястный сустав. Точно так же представьте себе, что вы можете им дышать. Сделайте вдох через него во все тело, заполняя вашим вдохом все тело. И теперь делаем выдох через левый лучезапястный сустав из всего тела. И теперь позвольте вашему вниманию переместиться в область кисти, суставов, мелких суставов вашей левой кисти.
И попробуйте через кончики пальцев, через все мелкие суставы, через все пальчики сделать вдох во все тело. И точно так же сделать выдох, как будто бы выпуская воображаемый воздух через кончики пальцев левой кисти из всего тела. Какие ощущения у вас возникают в теле при этом? Отметьте это. Теперь мы опять возвращаемся своим вниманием в левый лучезапястный сустав и делаем вдох через него во все тело и плавный выдох через него из всего тела. Теперь поднимаемся выше в левый локтевой сустав и делаем плавный вдох во все тело и плавный выдох из всего тела через левый локтевой сустав. И, наконец, опять наше внимание переходит в левый плечевой сустав, и мы делаем полный вдох через левое плечо, наполняя этим вдохом все наше тело, заставляя его немножко расширяться, и делаем полный выдох через левое плечо, и наше тело как будто бы немножечко сдувается. Если вы будете чувствовать ощущение распирания, покалывания в ваших суставах, то это очень хороший признак, и постарайтесь позволить себе углублять эти ощущения. Теперь мы опять переносим наше внимание в область сустава верхней части грудины, в ту область, с которой мы начинали. И опять делаем глубокий вдох через эту область, представляя себе, что мы можем дышать только этим местом, наполняя все тело. И точно так же глубокий выдох через эту область из всего тела. И теперь мы переходим к правому плечевому суставу. Наше внимание находится там. Делаем глубокий вдох через правое плечо, наполняя этим вдохом все тело, и глубокий выдох через него, как будто бы весь воздух выходит из нашего тела через правое плечо. Позволяем нашему вниманию теперь переместиться в правый локоть. И делаем вдох через правый локоть. И плавный выдох через правый локоть. Перемещаемся в правый лучезапястный сустав. И делаем плавный глубокий вдох через этот сустав во все тело. И плавный выдох через этот сустав. И, наконец, наше внимание в правой кисти. Почувствуйте пальцы правой кисти, центр ладони и сделайте глубокий плавный вдох через правую кисть, через все пальцы правой кисти, наполняя воображаемым воздухом все тело, как полую игрушку резиновую. И через правую кисть делаем плавный выдох. Опять поднимаемся своим вниманием в правый лучезапястный сустав и делаем плавный вдох через правый лучезапястный сустав и плавный выдох через него. Теперь делаем плавный вдох через правый локоть и плавный выдох тоже через него. Тело как будто бы все время на вдохе расширяется, а на выдохе сужается. Теперь внимание наше в правом плече. Мы опять делаем глубокий плавный вдох через правое плечо, представляя себе, что там находится только отверстие для дыхания и нос наш находится в правом плече. И после этого делаем плавный выдох через правое плечо. И почувствуйте, что к этому моменту вы еще глубже погрузили в состояние расслабления. Ваше тело стало еще более тяжелым, теплым, и пульсация в теле и конечностях, возможно, увеличивается. Теперь мы опять перемещаем наше внимание в область верхней части грудины. И опять делаем плавный глубокий вдох через эту область и плавный глубокий выдох. И теперь наше внимание перемещается в область нижней части грудины.
там, где сходятся нижние ребра. И мы делаем плавный глубокий вдох через эту область, наполняя этим вдохом все тело. И плавный глубокий выдох. Мы можем сделать несколько вдохов и выдохов через эту область. И если вам захочется, вы можете с каждым вдохом представлять себе, что вы вдыхаете те качества, которых вам, по вашему мнению, не хватает в этой жизни. Ну, например, качество эмоционального покоя и уравновешенности в вашей жизни. Или качество любви и принятия себя и окружающих вас людей. Или просто качество быть в состоянии здоровья и хорошего тонуса, бодрости и энергии. Или какое-нибудь другое, которое вам, по вашему мнению, хочется иметь. Очень хорошо. Теперь ваше внимание перемещается в область лобка, лобковой кости. И мы представляем себе, что мы вдыхаем через центр лобковой кости. И этот вдох наполняет все наше тело. И мы выдыхаем плавно тоже через центр лобковой кости, через лобковый симфиз. И теперь позвольте вашему вниманию переместиться в левый тазобедренный сустав. Он находится приблизительно на одной горизонтальной линии с лобковой костью. И мы плавно вдыхаем через левый тазобедренный сустав во все тело и плавно выдыхаем через него. Дальше наше внимание спускается по левой ноге до колена, и мы плавно, глубоко вдыхаем через коленный сустав и плавно выдыхаем через него. Если мой темп вам кажется слишком медленным, вы можете делать несколько вдохов и выдохов через каждый сустав. Теперь мы переходим нашим вниманием в левый голеностоп и делаем через него глубокий вдох во все тело и плавный глубокий выдох из всего тела через левый голеностопный сустав. Теперь почувствуйте вашу стопу, левую стопу, все мелкие суставчики, пальчики левой стопы. И сделайте через левую стопу глубокий плавный вдох во все тело, наполняя ваше тело этим вдохом. И точно такой же плавный глубокий выдох через левую стопу из всего тела. И теперь мы опять нашим вниманием проходим все суставы левой ноги, только уже вверх. Итак, делаем глубокий вдох через голеностоп левой ноги и глубокий выдох через него. Теперь поднимаемся вниманием в левое колено и делаем глубокий вдох через левое колено во все тело и глубокий выдох через левое колено. И, наконец, опять делаем глубокий вдох через левый тазобедренный сустав. И он наверняка отзывается вам покалыванием, расширением, распиранием или чувством тепла. И делаем глубокий выдох через него. И теперь позволяем нашему вниманию опять вернуться к центру лобковой кости. И делаем вдох и выдох через центр лобковой кости, наполняя этим дыханием все наше тело. И теперь позвольте вашему вниманию переместиться в область правой ноги. И мы начинаем с правого тазобедренного сустава. Делаем глубокий вдох через правый тазобедренный сустав и глубокий выдох через него из всего тела. Дальше проходим нашим вниманием до правого колена, делаем глубокий вдох через правое колено во все тело и глубокий выдох из всего тела через правое колено.
Далее наше внимание переходит в правый голеностоп. Мы представляем себе, как мы вдыхаем правым голеностопным суставом и выдыхаем через него. И теперь почувствуйте вашу правую стопу. Мелкие суставчики правой стопы, пальчики правой стопы. И делаем вдох через правую стопу, через все суставчики, пальчики. Глубокий вдох во все тело и такой же плавный глубокий выдох. И теперь в обратном порядке мы поднимаемся по ноге. Опять же делая вдох и выдох сначала через голеностоп правой ноги. Теперь через колено, через коленный сустав правой ноги. И опять же через правый тазобедренный сустав. Глубокий вдох и глубокий выдох. И теперь опять наше внимание перемещается в область центра лобковой кости. И мы опять делаем глубокий вдох и глубокий выдох через центр лобковой кости. И теперь переместите ваше внимание в область крестца. Это область нашего тела, которая находится ниже поясницы и выше копчика. В нем очень много разных суставов. Они находятся по бокам от него, внизу, вверху. И мы пытаемся сделать глубокий вдох через эту область, представляя себе, а какие могут быть ощущения, если действительно вы можете вдохнуть воздух через крестец. И делаем плавный глубокий выдох через крестец. И если вам захочется, вы можете остаться немного в этой области и сделать несколько дыхательных циклов, вдохов и выдохов через эту область. Далее мы своим вниманием поднимаемся в область грудно-поясничного перехода. Это область в районе нашего позвоночника, где заканчиваются позвонки грудного отдела позвоночника и начинаются позвонки поясничного отдела. Представьте себе, почувствуйте эту область и сделайте глубокий вдох через эту область во все тело и глубокий выдох через нее. И теперь мы перемещаем наше внимание еще выше, вверх по телу, до шейно-грудного перехода, до 7-го шейного позвонка, который у нас больше всего выпирает на спине. И мы делаем глубокий вдох через эту область во все тело и глубокий выдох через нее из всего тела. И теперь мы перемещаем наше внимание еще выше, в область основания черепа. Представьте себе некое пространство между основанием черепа и первым шейным позвонком и сделайте глубокий вдох через эту область во все тело и глубокий выдох через нее. Можно сделать еще один вдох через эту область, концентрируя внимание конкретно там, и глубокий выдох через нее. Теперь мы перемещаем наше внимание в область левого нижнечелюстного сустава. И мы делаем глубокий полный вдох через эту область и глубокий полный выдох через нее. И она обязательно отзывается на это внимание наше какой-то пульсацией или покалыванием, или чувством тепла. Теперь мы поднимаемся нашим вниманием выше, к левому глазу, и пробуем делать вдох левой глазницей, как будто бы втягивая левым глазом воздух внутрь себя и заполняя этим воздухом все наше тело. И точно так же делаем плавный глубокий выдох через левый глаз, через левую глазницу. Далее мы опять возвращаемся нашим вниманием в область основания черепа и делаем глубокий вдох и выдох через эту область. И теперь переходим к правому нижнечелюстному суставу.
И делаем глубокий вдох через эту область и глубокий выдох через нее всем телом. И поднимаемся нашим вниманием к правому глазу. Представьте себе, какие могли бы быть ощущения, если бы вы реально могли вдохнуть правой глазницей. Втягиваем правым глазом воздух внутрь себя, наполняя все наше тело. И выдыхаем через правую глазницу весь воздух из нашего тела. И теперь мы перемещаем наше внимание в область переносицы. Там, где наш нос переходит в область лба. Это очень чувствительная зона. Интересно, а какие ощущения можно было бы испытывать, если бы мы могли реально вдохнуть этой областью? Сделайте глубокий полный вдох этой областью во все тело и глубокий полный выдох через нее. И почувствуйте, как там все сразу начало пульсировать. Теперь мы спускаемся еще ниже по центральной линии нашего лица, оси нашего лица, до области под носом, между носом и верхней губой. И через эту точку мы делаем глубокий полный вдох, заполняем все наше тело. И глубокий полный выдох через нее. И она тоже начинает пульсировать. И дальше мы опускаемся еще ниже, в область под нижней губой, между нижней губой и подбородком. И делаем через эту точку глубокий вдох, заполняя этим воображаемым воздухом все наше тело. И глубокий выдох через эту точку. Теперь позвольте вашему вниманию переместиться в область, с которой мы начинали, в область верхней части груди. И мы опять делаем этой областью глубокий полный вдох, заполняя этим вдохом все наше тело. И глубокий полный выдох через него. И теперь отпустите все ваше внимание в свободный полет и почувствуйте глубину вашего расслабления вашего тела. Почувствуйте, насколько ваше тело стало тяжелым, теплым, как оно пульсирует. Насколько это приятно. Почувствуйте это. Отметьте для себя внутреннее ощущение спокойствия, комфорта, отдыха и восстановления. И побудьте в этом состоянии столько, сколько вы хотите. И сейчас обратим наше внимание опять на наше дыхание. Почувствуйте, как ваши вдохи становятся все более длинными и глубокими. Почувствуйте, что с каждым вдохом в ваше тело вливается больше тонуса, бодрости, энергии. С каждым вдохом ваш тонус увеличивается. Вы становитесь энергичнее и бодрее. Вам хочется двигаться. Можно пошевелить головой, пожимать и разжимать пальцы рук, ног, потянуться. Делайте более глубокие и длинные вдохи. И когда вам захочется перевернуться на бок, то позвольте себе перевернуться на какой-то бок. Полежите некоторое время на боку, и только после этого вы можете встать. И наша практика закончена.